В 879 году умирает Рюрик, и Новгородская Русь по правилам престолонаследия должна была достаться его сыну Игорю. Однако тот был мал для управления страной, поэтому ее возглавил соплеменник Рюрика Хельги, более известный как Олег. Важно помнить, что Олег, как и его предшественник, личность скорее легендарная, поэтому многие сведения из его жизни могут не соответствовать действительности. В 882 году он начал южную экспансию и дошел до Киева. Этот город управлялся двумя варягами – Аскольдом и Диром. Летописи сообщают, что они были дружинниками Рюрика, отпущенными им в поход на Константинополь в 866 году. Но несостыковки с византийскими источниками ставят под сомнение данное заявление. Не исключено, что это были варяги, пришедшие из иных земель. Молва гласила, что первый был одаренным военным тактиком, а второй – мудрым управленцем. Они располагали большим войском, и новгородский князь об этом знал. Поэтому он пошел на хитрость и выманил Аскольда и Дира из Киева. Тогда они были схвачены и казнены, а затем новгородский князь без боя вошел в Киев. Он счел удобным местоположение города и принял решение перенести туда свою столицу. Устранив Аскольда и Дира, Олег не только объединил Киев и Новгород под знаменем единой Киевской Руси, но и взял под контроль большую часть торгового пути из Варяг в Греки. Несмотря на то, что Олег, по сути, был регентом при Игоре, он правил Русью и после того, как тот повзрослел. Следующие 25 лет киевский князь посвятил подчинению соседних племен, и к 907 году его владения стали выглядеть вот так. Согласно летописям, в том году Олег отправился в поход на Константинополь, преследуя в первую очередь торговые цели. И этот поход сложился для него очень успешно. Не раз проявив находчивость, киевский князь дошел до его конечной точки и вынудил византийского императора Льва VI начать переговоры о мире. Посланники из Константинополя пообещали Олегу все, что тот пожелает, и предложили отведать вина в знак доброй дружбы. Но он отказался, опасаясь, что оно было отравлено. Эти опасения оказались не напрасными, и с того момента за Олегом закрепилось прозвище «Вещий». В конечном счете Олег и Лев VI заключили мирное соглашение, позволившее русским купцам вести беспошлинную торговлю в Константинополе. Стоит отметить, что в византийских источниках поход Олега нигде не упоминается, как и он сам. В 911 году между Киевом и Константинополем было заключено новое соглашение о многолетнем мире. Там Олег был указан как некий великий князь русский. По старой скандинавской традиции, Олег умирает от укуса змеи осенью 912 года. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. А если вы хотите помочь развитию канала, то загляните на наш Patreon. Сим победише. Кстати, по одной из первых антинорманских теорий, Олега, Аскольда и Дира считают родственниками венграми.